Всем привет и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И сегодня я предлагаю вам сделать серьги с суккулентами в пастельных оттенках. Мы с вами нанесем эскиз на полимерную глину без использования штампов, а также слепим крохотные цветы от 3 до 5 мм. Они у нас получатся очень ровненькие и аккуратные, а я покажу, как это сделать. У компании Artifact есть уже готовые оттенки телесной полимерной глины. Можно работать с ними. Это телесный светлый номер 106 и телесный темный номер 107. Но своим сережкам я решила добавить небольшой розовый оттенок, и для этого смешиваю светлый телесный с небольшим кусочком розовой пластики. Подготовив глину к лепке, смешав ее до однородного цвета, раскатываем ее на пастомашине или используя скалочку. Толщина пласта должна получиться около 2-3 мм. Размещаем глину сразу на той поверхности, на которой будем обжигать наши изделия. Подбираем форму катеров. Я использую овальные катеры от компании Metal Clay Studio. Они очень удобные в работе. Также на каждом катере вы увидите ярлычок, на котором будет написан размер данного катера. На бумагу переносим любой эскиз. Я хочу нежные серьги, и поэтому делаю очертания девушки. Если вам тяжело самому что-то нарисовать, поищите рисунки в интернете и просто перерисуйте их, допустим, через экран монитора или распечатайте на принтере. Размещаем бумагу на полимерной глине и иглой обводим рисунок по контуру. Все готово, но контур у нас получается нечеткий, поэтому еще раз иголочкой прорисовываем все линии контура рисунка. Так как глина может цепляться за иглой, за счет чего поверхность рисунка будет неровной, нам ее нужно сгладить, но я предлагаю не использовать для этого скалку, а вот так просто визитной карточкой прогладить пластику под углом 45 градусов. Так мы уберем и отпечатки пальцев, и сгладим все неровности на рисунке. Для второй сережки переворачиваем наше изображение и точно так же переносим его на полимерную глину. Вот такие два эскиза у нас с вами должны получиться. Смотрим, чтобы расстояние между стенками катера и заготовкой были максимально одинаково на двух сережках, и вырезаем две заготовки. Украшаем серьги миниатюрными цветами. Для этого используем 3 оттенка полимерной глины. Делаем маленькие цветные бутоны. Для этого катаем глину в шарик, оборачиваем ее полоской зеленой пластики и получаем вот такой крохотный бутон размером 2 мм. Для того, чтобы сделать суккуленты, раскатываем глину в тонкую полосу, нарезаем ее на одинаковые срезы. Срезы катаем в шарики и формируем из шариков капельки. Эти капельки размещаем на поверхности плитки или стеклышка и слегка прижимаем, придаваем плоскую форму. Собираем цветы суккулента. По кругу размещаем несколько лепестков, чтобы получить замкнутое соцветие. Второй ряд лепестков размещаем на стыке предыдущего, как бы в шахматном порядке, уменьшая их количество. Заключительный третий ряд у нас самый маленький, там всего 3 лепестка. Их мы сделали меньшего размера и приклеиваем к центру, используя иглу, потому что она тоньше и с ней удобнее работать. Добавляем третий вид цветов. Для него используем светлую телесную полимерную глину. Нарезаем ее на небольшие срезы и из срезов катаем шарики. Нам нужно расплющить шарики, придав им ровную форму. Так как от тепла рук пластика деформируется, в таком небольшом количестве она легко тянется за поверхностью. Для создания лепестков используем обычную салфетку. Переносим лепестки на салфетку и стеком шариковой головкой катаем каждый лепесток от центра, расширяясь к краю, придавая ему форму полукруга. Как видите, глина не тянется по кругу, каждый лепесток укладываем на стыке предыдущего. Точно так же делаем второй и третий ряд. Цветочки у нас получаются очень маленькими и нежными, и чтобы не деформировать их лепестки, сажаем в серединку, используя термоклей. В подвесках делаем сквозные отверстия для крепления. Наносим небольшое количество термоклея на полимерную глину в те места, где будем размещать наши цветы. Переносим цветы на заготовки, стараясь сделать это в зеркальном отражении. Я также еще скатала небольшие бутоны телесного цвета и размещаю их в верхней части цветочных букетиков.
В те места, где у нас остались зазоры между крупными цветами, размещаем цветочки поменьше, тем самым скрывая место стыка и заполняя пустое пространство на поверхности глины. Раскатываю зеленую полимерную глину в тонкую нить, нарезаю ее на небольшие срезы размером около 1 мм, катаю из срезов листву и заполняю ей труднодоступные места, оставшиеся между цветами. Можно использовать другой оттенок полимерной глины, я же использую этот цвет. Готовим пластику под пусеты. Раскатанную полимерную глину накрываем тонкой пищевой пленкой и вырезаем 2 заготовки, используя небольшой катер. Хочу, чтобы пусеты тоже были с цветами, и чтобы мне их не деформировать, склеиваю детали между собой, используя термоклей. Размещаю суккуленты и проделываю сквозные отверстия под крепление. Все, на этом этапе отправляем наши заготовки на первый обжиг в духовой шкаф. Придерживайтесь той температуры полимерной глины, которая указана на упаковке вашей пластики, или обжигайте изделие при той температуре, которую вы обычно используете. Ждем полного остывания заготовок и мелко наждачной бумагой или пилочкой шлифуем неровные края. Раскатываем глину в небольшие шарики, придавливаем их на поверхности стола, создавая такие лепешечки, и используя эту пластику приклеиваем пусеты к изнанке круглых заготовок. Пальчиками растягиваю глину к краю, лишнюю пластику можно будет убрать. И вот в таком виде отправляем наши пусеты на повторный обжиг. Вот такие заготовочки у нас получаются, и теперь можно собирать наши серьги на колечки. Используйте колечки диаметром 6-8 мм. Друзья, я надеюсь, что это видео было вам полезным, оно вам понравилось. Если так, прошу поддержать меня лайком. Ну а если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал и лепите вместе со мной. Всех целую и до новых встреч!